Добрый день, дорогие гости канала, мои подписчики, я рада вас всех приветствовать. Что же, сегодня мы с вами поговорим о вашем финансовом потолке и почему у вас именно столько денег, сколько есть сейчас, почему не больше. Ну и смысла о том, почему меньше, говорить, я думаю, не стоит. Что же, мы много раз практиковали, я много раз вам говорила о том, что нужно прорабатывать свои какие-то ограничивающие убеждения, да, какие-то свои страхи, какие-то детские проблемы, потому что вся ваша жизнь сейчас, вы ее создали сами, вы ее принесли из своего детства. А что касается финансов, это напрямую ваши отношения с мамой, вы все это видели, все это знаете на YouTube. А сегодня мы с вами это порисуем графически, увидите и проработаем. Соответственно, формулируем тему следующим образом. Мы сегодня будем, как я уже сказала, пробивать ваш финансовый потолок, поэтому, пожалуйста, сформулируйте тему, как всегда, да, 3 правила. В настоящем времени обязательно указание ваших эмоций, да, что вы испытываете от того, что вы получаете, и без каких-либо отрицательных частиц. Например, я с благодарностью принимаю ежемесячный доход, более, да, то есть зачем ограничивать Вселенную, да, то есть вот ту сумму, которую вы говорите, от того-то, того-то, да, то есть от того-то, того-то назовите какой-то ваш источник доходов, или если вы не работаете, можете обозначить просто от Вселенной. Вот. Так, можете ставить на паузу, я думаю, что кто-то уже записал, пока я тут разговариваю. И я вас прошу сейчас сконцентрироваться на вот этой вот сумме, и мы проделаем упражнение 2 минуты, как всегда. Пожалуйста, напишите все, что приходит вам в голову, первые слова, да, это могут быть негативные, позитивные, может быть, какие-то устрашающие, пожалуйста, тоже не бойтесь. Так, что-то за музыкой себя не слышу, потом сделаю погромче. Вот, ничего не бойтесь. Единственное, я разверну листик, да, так, чтобы мне было удобно писать. Вот, разогреем наши нейрончики. Ну что, надеюсь, тему все написали. Я ставлю таймер на 2 минуты. Концентрируйтесь на сумме, что для вас значит эта сумма. Да, я можно вот так вот сделаю, чтобы не было видно. Итак, таймер заведен. Поехали. Слова могут повторяться. Первое, что приходит в голову. Звонит таймер, я думаю, что все слышите. Посчитайте, пожалуйста, свои слова.
У меня получилось 32 слова. И посмотрите на них внимательно. Может быть, какие-то слова вас впечатлили, может быть, что-то неожиданное. Вы знаете, у меня здесь слово «путешествие» встречаются 3 раза. Настолько мы, видимо, все равно изголодались, да, по самому вот этому ощущению, что ты можешь купить билет куда угодно, у тебя открыты все визы, и ты можешь улететь просто куда глаза глядят, да, уснуть в одной стране, проснуться в другой. Вот, и как я уже сказала, ваш финансовый потолок, где он и почему он именно там. Вы знаете, люди бывают разные, и не все они хотят что-то менять. Они хотят, но они не хотят что-то делать, да, и если вы здесь, вы уже делаете большое дело, да, тем более, если вы прислушиваетесь к рекомендациям, смотрели другие видео, работаете над собой и прорабатываете все, да. Ну что ж, нарисуйте, пожалуйста, сейчас ваши финансы, да, вот сколько у вас есть вот вообще пассивного дохода в месяц, то есть ну вообще ничего делать не надо. Можно нейрографировать сразу круг. Фигура может быть любой. Фигура может быть любой, все зависит только от вас. Вот как вы сделаете, как ваше подсознание, как ваша рука поведет, так, пожалуйста, прислушивайтесь, да. Локоть при этом должен висеть в воздухе, чтобы ваш разум в это все не вмешивался. Ну, вот как-то так, да. То есть вы помните, на листе прошлое, настоящее, будущее. Оно вот так у меня априори идет, и вот оно автоматически так рисуется. А теперь я прошу вас, любая фигура может быть, не забываем, да, у нас круг, треугольник, квадрат, да, где самая гармоничная фигура у нас круг, треугольник это конфликт, да, какой-то там задают у нас, и квадрат самая стабильная фигура, да, и нарисуйте, сколько у вас денег будет для того, чтобы, ну, вообще не напрягаться, ну, то есть чуть-чуть поднапрячься, ну, вот, сколько вы можете заработать. Вот если просто, как говорится, оторваться от дивана, да, ну, для меня, я могу сказать, неожиданно. Он сразу куда-то ушел. Вы помните, со мной всегда быстро. Долго я не умею. Я считаю, что лучше сделать быстро и сделать хорошо, чем не сделать вообще. Ну, я думаю, вы сами это прекрасно понимаете, и вам такой подход откликается. Сразу хочу вам сказать, я все комментарии вижу, я все читаю, я на все обычно отвечаю, поэтому мне очень приятно видеть ваш фидбэк. Вот, и если вы мне пишете, тут недавно столкнулась с тем, что где-то там у меня что-то незакрашенная клеточка была, поверьте мне, я все читаю, я сразу же пошла это и исправила. К своим работам возвращаться можно, возвращаться нужно. Вот, благодаря вам я к ним возвращаюсь. Я показываю вам идею, да, саму технику, а вы уже... Что ж, теперь скажите мне, мои хорошие, сколько, вот в каком объеме, да, какой объем занимает та фигура, сколько денег вам доставят радость?
Вот прям можете попримиряться, да. У меня это уже третья работа за сегодня. Я очень хочу именно из этого источника дохода, да, пробить потолок. Хотя, ну какой потолок, Господи? Только все начинается. Сразу округляйте и почувствуйте, пожалуйста, свое состояние, как вы себя чувствуете, что вы ощущаете, какие у вас ощущения у вашего тела, может быть, какое-то предвкушение чего-то прекрасного, может быть, как-то вот вы, может быть, у кого-то наоборот горит все тело, да. Понаблюдайте за собой. Видите, у меня фигуры на самом деле пересекаются, а у вас они могут не пересекаться, да, то есть вы помните, пожалуйста, что то, что рисую я, у вас не должно быть точно такого же рисунка, да, это мой рисунок, это моя жизнь, а вы должны нарисовать свою жизнь, свои нейрончики, свою жизнь, да, поэтому будьте внимательны, но не аэрографируя, да, вот так вот сразу тоже можно. Ну что, еще один вопрос. Наверное, нет такого человека в мире, который не мечтал бы выиграть многомиллионный джекпот. Я знаю, звучит очень странно, но чудеса случаются с теми, кто в них верит. Так вот, какой для вас этот джекпот, та самая заветная сумма, с которой, как вам кажется, ну, абсолютно все возможно? Не помещается на листе, вы помните, что лист — это бесконечность. Я оставлю так, я все вижу, да, я оставлю так, маркером задела микрофон, прошу прощения. Я оставлю так, вы можете доложить лист, как вам комфортно, да, и мне комфортно так. Но я вам скажу по секрету, у меня есть цель. Я на протяжении многих лет покупаю лотерейные билетики, потому что я хочу выиграть в лотерею джекпот. Но я не просто хочу выиграть его, он мне не нужен для того, чтобы как-то улучшить качество моей жизни. У меня и так с качеством жизни все в порядке. Я просто хочу, чтобы это случилось, потому что я так хочу. Я хочу вот пойти, взять сразу все деньги, да, то есть, ну, потерять какую-то сумму, это возможно, да, то есть там же как выплаты либо единоразово, да, либо, ну, меньше на определенную сумму, либо в течение нескольких лет. Я вот хочу взять все сразу, насыпать это все на нашу огромную кровать и просто и валяться в этих деньгах. Ну, собственно говоря, не могу сказать, что я так не делаю и сейчас в своей жизни, да, это отличная практика, которая улучшает ваш финансовый поток, старая, фэншуйская, древняя, денежный душ, кто-то ее называет, да, вот периодически себе можно устраивать такие прокачки, вот, но, тем не менее, я правда хочу выиграть джекпот, чтобы просто, во-первых, его выиграть в своей жизни, раз я это хочу, значит, это возможно, да. А во-вторых, он действительно никак не повлияет на мою жизнь. Соответственно, я вот от себя сейчас, да, можно это будет потом даже, у меня вот такая идея пришла, закрутить все в спираль, чтобы вот она от меня, от текущей меня и раскрутилась туда дальше. То есть здесь уже как вы пожелаете, да, то есть я сейчас хочу вот соединить себя. Рука у меня висит в воздухе. Не знаю, вам видно, не видно, локоть у меня в воздухе, самое главное. Можете вывести за пределы, да, за пределы круга. И сразу при этом округляйте.
Не знаю, для тех, кто смотрит мои видео постоянно, это не будет новостью, а для новичков сразу тоже скажу. Недостаточно прорабатывать свои негативные установки один раз в месяц или один раз в год. Даже за неделю, ну, неделю, конечно, совсем жестковато, да, но, условно говоря, можно еще раз провести, да, как-то вот мне хочется усилить эту линию. Можно несколько раз провести. Чтобы она мощнее стала, вот эта вот ваша связь. Ваше текущее состояние. Вот он, ваш потолок сейчас, да, и он идет дальше. Соответственно, вот раз в 2 недели, да, когда убывает Луна, отлично будет, если вы сможете сделать некую чистку, да, негативных установок. Выписываете все на лист и сжигаете. Потому что, поверьте мне, неосознанно, да, они там все-таки накапливаются, потому что какие-то новостные каналы, все равно вы общаетесь с людьми, мы живем в социуме. И не все люди нам приносят хорошие новости. Нет, можно быть, конечно, таким ангельским созданием, как я. Я не разрешаю рассказывать мне плохие новости, я их не слушаю. Объясняя это, ну, я с детства такая, да, объясняю это тем, что я не мусорное ведро, чтобы вы мне это все рассказывали. Вот, на решение каких-то проблем есть специалисты, они называются психотерапевты. Вот, обращайтесь к ним, да, я там это слушать не буду. Вот, это не говорит о неуважении. Может быть, кто-то сейчас послушает и поймет, если хорошо прислушается. Это не говорит о неуважении вас к человеку, это говорит об уважении вас к самому себе. Вы себя должны любить. И только после того, как вы полюбите себя, там, где вот есть любовь, там, поверьте мне, есть и счастье, и радость, и деньги. В любых суммах, любых количествах. Только искренняя любовь, а не какой-то обман. Если вы мне скажете сейчас: да я люблю себя, да? Ну, значит, где-то недолюбливаете. Значит, не так любите. Значит, вам нужно над этим еще поработать. Сразу все нейрографируйте, да, чтобы у кого-то ушки сейчас горят, у кого ушки горят, тот я. Когда, ну, не поймите меня неправильно, когда с вами человек делится, это одно, а когда он вам сливает все как мусорное ведро, да, негатив сбрасывает, вы не имеете права это слушать. У вас от этого появляются проблемы в вашей жизни, негативные установки и так далее. Это все накладывает отпечаток на качество вашей личной жизни. Поэтому, надеюсь, после того, как вы посмотрите это видео, вы обратите внимание на это, да. Соответственно, продолжаем. От себя сейчас мы ведем линии в наше будущее, в наше финансовое состояние нашей мечты. Вот, да, нереальный, такой вот, может быть, несколько сумасшедший, сумасбродный, как хотите ее называйте. Сразу все округляйте. Вы таким образом, проводя эту линию, почему мне нравится вот этот метод, да, метод, средства, да, потому что человек, он так устроен, мы все скептики по природе своей, и это очень большая удача, если вы в своей жизни встречаете человека, который способен поверить во что-то просто так.
Я могу убедить, например, в какой-то неправде свой мозг, но на это ушли огромные годы опыта, да, десятилетия, я бы сказала. Вселенная, она такая, не поверишь, не увидишь. А человек, он такой, не увидишь, не поверю. Вот, поэтому в нейрографике, помимо того, что вы создаете новые нейронные сети в своей жизни, вы наглядно себе показываете, что все возможно, вот оно, вот видишь, ты тут, вот топ-топ-топ, и все. Посмотрите, как у вас соединяются линии, может быть, где-то они проходят несколько раз друг по другу, да, то есть обращайте внимание на свои ощущения, как вы себя чувствуете, когда вы проходите тот или иной круг. Что происходит с вашими эмоциями, с вашим телом, с вашей головой. Если кому-то стало трудно дышать, да, остановитесь, попейте водички. Но мне нравится, когда исполняются желания. Все равно это ваше желание, неважно, хотите вы этого или не хотите, да. Что ж, и я так разверну лист, наверное, немного, да, чтобы мне было удобней. Можете пронейрографировать сразу сейчас эту воронку, да, которая вот она с вас, мы ее наоборот, да, она должна была оттуда пойти, собираться к вам, но мы от себя ее распустили, всю нашу энергию, всю нашу мощь, чтобы она вынесла нас. Вот как будто сгусток энергии здесь, да, и вот он распространяется и пробивает все. Может, у кого-то она шире пошла, эта линия, эта вороночка, да, то есть можете выводить ее за пределы. Почувствуйте просто. Такая спиралька. И ушла дальше. Все, округляем. Вся ваша жизнь, она в ваших руках. И вы, я правда считаю, что не стоит повторять прям линия в линию все, что есть у меня. Вы должны почувствовать это сами. Когда вы почувствуете это сами, все это сработает. Не только у меня, а у других, по моему мнению, да, опять же, не забываем, что это мое мнение, мой опыт и моя жизнь. И я делюсь с вами своими впечатлениями, да, это не ваши эмоции, это не ваш опыт, это мой опыт. Поэтому следите внимательно. Если вдруг вам не захотелось это рисовать, без проблем. Если вы вдруг не захотели круг рисовать, а у вас там, я не знаю, квадрат, прямоугольник, да, пожалуйста. Вы должны почувствовать себя, вы должны почувствовать свое тело, вы должны почувствовать эту энергию, эту мощь работы над собой. Вы можете даже видео включить без звука. Хотя я старалась, оно у меня на многих языках. Когда рисуете, представляете, да, можете несколько помедитировать на свою цель.
Представьте, как вы получаете эти деньги, ощутите эту радость от того, что они пришли. Тот вот желаемый доход, да, вы пробили свой потолок. Я прекрасно помню ощущение, когда я первый раз в своей жизни пробила свой финансовый потолок после конкретной, да, работы над собой. Это было невероятно. Попредставляйте, ощутите эти деньги в руках, ощутите, что вы на них будете делать, как вы их будете тратить. Как изменится качество вашей жизни, как изменится ваша жизнь. Деньги — это энергия, и чем больше энергии вы отдаете, своей энергии, чем больше вы отдаете энергии денег, тем больше вы получаете взамен. Деньги — это энергия, мы с вами это уже обсуждали, но если кто не помнит, напомню. Деньги — это энергия. Сами по себе денежные купюры — это всего лишь красивые бумажки. А вот та энергия, та ценность, которой мы их наделяем, это уже энергия денег. И чем больше вы знаете эту энергию денег, да, чем больше вы ее понимаете. Обратите внимание, кстати, на видео, которое 5 секретов общения с деньгами, да. Там супер простые советы, но все они очень действенные, и люди их не используют просто по незнанию, а работают они великолепно, да, советы, проверенные веками, никто не отменял. Все быстренько округляем. Так, сейчас секунду, включу заново нашу прекрасную музыку. Можете порисовать сегодня, можете порисовать в течение какого-то количества времени эту же работу, эту же тему и посмотреть, как работает. Делитесь, пожалуйста, впечатлениями. Для меня они очень важны. Мне очень интересно знать о ваших изменениях. Потому что помимо того, что вы нарисовали, посмотрели глазками, очень важно, чтобы поверил во все это ваш мозг. И когда ваш мозг поверит, да, тогда вот, кстати, жизнь и меняется. Вот какой у меня получился рисунок. Может быть, какие-то у вас моменты будут сейчас выходить за пределы, да, за пределы кругов. Выводите их в поле. Поле — это социум, поэтому, пожалуйста, так, музыка, где наша музыка? Вот, все получилось. Какие-то кончики, которые выделяются. И помним, линию ведем с сопротивлением, да, каким-то неким. Хочет пойти там направо, да, вы ловите этот момент, чувствуете и ведете наоборот налево. Правило, чем больше линий, тем лучше результат, никто не отменял.
Посмотрите, откуда вы начали. Может быть, кто-то начал отсюда, да, из какого круга, да, пошли у вас линии в социум? Мне, вот я себя могу искренне спросить, почему отсюда, да, ну, потому что я задумала источник дохода, да, и мне его нужно развивать сейчас, да, то есть из своего текущего состояния, да, я могу выйти на этот доход. Социум мне поможет, да, потому что мы все живем в социуме, и деньги мы тоже получаем из социума. Кому-то работодатель платит, кому-то там подруга помогает, друг, да, то есть вы сами все это уже решаете. Может быть, вы что-то не знаете о каком-то таинственном источнике вашего дохода. Это тоже не оставляйте без внимания. Посмотрите, где у вас, откуда у вас в поле выходит больше линий. Почувствуйте, подышите, как вы себя ощущаете, когда работаете с каждым кругом, когда вы вводите линии из него. Я, если честно, как всегда в своих мыслях, да, я дышу этими деньгами, я их уже ощущаю настолько, что мне кажется, зайди в соседнюю комнату, они там лежат на постели, разложенные, да, и ждут меня. И вы помните, да, во многих видео я вам рассказывала, а что подумают люди, да, когда увидят ваши успехи, когда увидят ваши доходы, они все равно увидят, да, потому что люди любят присмотреть. Но вам на это должно быть все равно. Помните главное правило. Людям правда все равно. Каждый озабочен тем, как выглядит он сам, как живет он сам. Вот, я, пожалуй, мне достаточно. Нет, вот здесь вот еще просится что-то. Нет такого момента, когда прорабатывать деньги не время. Прорабатывать деньги, поверьте мне, каждый день самое время. Чем больше вы
работаете над этой проработкой, тем больше у вас денег появляется. Так устроена жизнь. И когда вы останавливаетесь, ну, сам процесс прихода вот этих вот денежных знаков, он тоже останавливается. Может быть, где-то вам хочется какую-то фигуру сейчас обозначить, да? Почувствуйте этот момент. Если вдруг чего-то хочется, то добро пожаловать. Снова хочу всех поблагодарить за ваши благодарности. Приходят на карту. Все вижу, всем очень благодарна. Напоминаю, если вы хотите поблагодарить меня за полезный контент, помочь развитию канала, в первом закрепленном сообщении вы найдете реквизиты, да, где можно это сделать. Вот, я все вижу. Энергообмен потрясающий. Когда вы что-то отдаете, вам возвращается в 10-тысячном, наверное, даже так я бы сказала, размере. Когда вы отдаете искренне и от души, да, когда ничего не ждете, ничего не требуете взамен. Вот. Что ж, надеюсь, все за мной успевают. У кого-то, может быть, быстрее работа пошла, хотя я очень быстро всегда все делаю. Вот, я, пожалуй, закончила. Что ж, и еще момент. Берем все карандаши, которые есть сейчас, да. Все-таки финансовый потолок как-никак. Это те карандаши, которыми я работаю в последнее время, да. Вот сейчас я их вот так вот сделаю, чтобы вам всем было видно. Ну, а, кстати, я не скрываю мое желание, я хочу получать очень высокие доходы от моего YouTube-канала. Вот. Я разговариваю на русском языке, мне так комфортнее, да, хотя я там не живу, но тем не менее, да, и YouTube ограничил монетизацию, поэтому, собственно говоря, у меня единственное, что осталось, у меня есть русская карта, да, Сбербанк. Вот, соответственно, я хочу, чтобы больше людей смотрели мой канал, и я получала больший доход именно конкретно от YouTube канала. Выбираем самые короткие. Какие тут еще короткие? Есть те, которые как будто вообще не использовали, обратили внимание? Так, вот этот, пожалуй, зеленый, и вот этот зеленый я тоже уберу. Все, вот эти карандаши, вы видите, у меня моих любимых желтеньких даже не осталось. Вот эти карандаши мы с вами полностью убираем и будем использовать только эти. Ваше подсознание помнит, где какой карандашик лежит, как бы вы их сейчас вот так вот не смахнули рукой. Просто доверяйте своему сознанию, поверьте мне, оно помнит форму, оно помнит текстуру, оно предполагает, у него есть 1000 вариантов, как вы расположите свои карандашики. И с закрытыми глазками просто выбирайте тот, ну, как пойдет. Какой выберете, такой выберете. У меня серый. И начинаем. От самого начала мне хочется вести. Вы можете начать, посмотрите, откуда вам ведется, да? Я даже не знаю, куда эта линия идет. И обязательно при этом стирайте вот эту вот границу, да, между... То есть проходите прям по черному, по самим границам. Не надо вот так, да. То есть проходите прям по границе, стирайте эти ограничения на своем пути, пробивайте этот потолок, покажите своему подсознанию, что все возможно. Возможно все, стоит только поверить. Насколько вы сильно способны поверить, настолько все это и реализуется в вашей жизни.
Я сразу хочу добавить, мне не терпится, извините, так бывает. Если кому-то также не терпится добавить какого-то цвета, сразу вмешать в тот, в который уже есть, пожалуйста, добавляйте. Я поняла, как мне сформулировать вот эту вот спираль. Но она не воронка, спираль, я не знаю, как вы ее сами назовете, да? Это как, вот, знаете, когда вот взрыв в кино показывают, вот такая вот волна идет, вот эта вот волна. Вот, я поняла, что это. Не хочу больше серый. Закрываю глаза, выбираю цвет. Фиолетовый, прекрасно. Такой не фиолетовый, а какой-то свекольный баклажан. Посмотрите, куда ведут линии. Доверяйте своему телу, доверяйте своим ощущениям, доверяйте своей руке. Посмотрите, как вы заработаете с цветом. Может быть, где-то вы сильно нажимаете, а где-то его и незаметно. Но для меня цвета остались непривычными. Хотя я обратила внимание, даже когда я всегда практически доверяю своему подсознанию выбирать цвета, оно все равно у меня выбирает какие-то мои любимые желтенькие, зелененькие, да, то есть и сейчас мы вообще убрали. Посмотрим, какая работа получится, посмотрим, насколько она понравится. Помните, что оно не должно понравиться кому-то, оно должно понравиться лично вам и больше никому. Если совсем не понравилось, ну попробуйте еще порисовать, да, то есть понаблюдайте за эмоциями. Вот она, видите, она как будто эхом таким волны идет дальше. Может быть, у кого-то по дороге фигура просится какая-то, тоже добавляйте, пожалуйста, не стесняйтесь. Проходите карандашиком по уже существующему цвету, да, тоже выходит очень красиво. Посмотрите, доверьтесь себе, доверьтесь своему подсознанию, вот ощущайте, прям прочувствуйте каждой клеточкой этот выигрыш в лотерею или ту сумму, которую вы пожелали.
А какой он этот выигрыш вообще? Так, как-то моя воронка закрутилась. Я даже не могу найти начало этой воронки. Так, я не могу, если честно, найти. Если вы не можете, то она прям вот исходит из меня, да? Я думаю, у вас такие же ощущения. Конечно, если у кого-то вдруг остался какой-то желтый цвет, да, вот как будто вселенский свет, да, вселенское изобилие, пожалуйста, можете осознанно его использовать. Я его намеренно брать не буду. Сейчас попробую раскрутить свою. Вот, вот, вот. Вот она. Нашла я главный источник из моего текущего состояния прямо посередине. Волной уходит. Розовый цвет страсти, цвет любви, но у каждого свои ассоциации, но тем не менее, да, у меня, я делюсь своими. И все это у меня пронизано любовью, огромной любовью, потому что то, что я делаю с большой любовью и действительно из очень большой любви к людям, потому что я знаю, как трудно находить знания. Как не всегда что-то с первого момента получается, как не всегда есть возможность купить эти знания, да. Кстати, вот этот цвет, это мой любимый цвет, цвет Тиффани. Так, ноутбучек, не выключайся. Белый тоже цвет, вам не обязательно все закрашивать. Вот дальше пошла рука, да? То есть, по сути, мне между этим и этим не супер большая разница для моей головы. Но я буду здесь добавлять еще цвет.
С закрытыми глазками выбираем. О, фиолетовый, прекрасно. Знаете, мне вот так вот круги напоминают отчасти почему-то галактику, Вселенную, какой-то Млечный Путь. Видите, я не сильно давлю на карандаш, да, но тем не менее у меня весь этот круг становится фиолетовым, да, и сейчас я буду добавлять его уже в другие моменты, где хочется, да. Посмотрите, как у вас получится. Это очень интересно. Так, мы уже с вами почти час работаем. О, кстати, видите? К работам можно возвращаться, если вы где-то что-то не округлили, вот вы мне потом пишете, да, я все вижу, я на все обращаю внимание. Вы написали, я тут же иду и делаю. Просто другой вопрос, что вам же потом, ну, если нужно, я буду снимать, конечно, дополнительные видео, да, где вы сможете увидеть, что да, я все сделала. Ну, а за вашу внимательность действительно большое вам спасибо. Вы у меня самые лучшие. Зрители, подписчики. Можно взять, посмотреть, что вам хочется добавить. Уже открыть с открытыми глазками, выбрать цвет. Посмотреть, чего бы вы добавили, чтобы это смотрелось гармонично, чтобы это смотрелось красиво, и чтобы вам нравилось. Для меня фиолетовый, конечно, супер яркий, неожиданный цвет. Вот этот розовенький. Вот этот цвет фуксии мне как-то ближе. Но вот этот вот какой-то путь такой, я бы его по нему еще прошлась. Я не знаю, что это за путь, который у меня тут образовался. Спросите себя, зачем, почему, да. Подумайте, ответы, они всегда приходят. Как, знаете, как озарение такое, как лучик света. Но приходит. А потом вы себя спрашиваете, ну как же так, почему я раньше этого не понял? Почему я раньше этого не сделал? Очень здорово.
Вот знаете, что бы сделала, чтобы провела, выделила бы все больше свою спираль, свою так называемую воронку. Можно даже каким-то другим цветом. Подумайте, как она у вас ведет, какого цвета вам хочется. Все-таки у меня есть зеленый, причем выбрала я его только что совершенно неосознанно. Обратите внимание, как много цветов у меня, как многогранные, они как красочные, да, не то что... Хотя я достаточно сдержанный человек, и у меня в жизни долгое время, долгие годы, даже сейчас, в принципе, классика, да, то есть для меня большая проблема даже джинсы одеть. И цвета существуют, черный, белый, красный, хотя я очень люблю разные. Ну вот видите, она не настолько выделяется, да, значит, нет акцента. Но тем не менее. Может быть, она у нас пойдет как линия поля. Однако мы ее подсветили все равно. Вот, что ж, я, пожалуй, закончила свою работу. Вот. Так, сейчас немножко приберусь с карандашками со своими разбросанными. Что ж, линии поля и фиксация. Наверное, потолще возьму маркер. У меня теперь щечки горят, не знаю, как у вас. Видите, старалась пожирнее. Мне достаточно. Вот, если вам недостаточно, то все, что округляется, пожалуйста, тоже округляйте. Это в идеале, если у вас линии между собой пересекаются, то обязательно округляем линии поля. Вот эти можно округлять на ваше усмотрение. Лучше округлить. Так, осталось буквально 3 минуточки. Что я хочу выделить? Я думаю, что вы уже догадались, что у меня... Я долго об этом думала, но вот мне что-то подсказывает, что так оно и будет. Моя вороночка и будет моей фигурой фиксации. В прошлом видео мы с вами сталкивались с вопросами, а могут ли треугольники быть фигурами фиксации? Могут. Может даже линия поля быть фигурой фиксации.
Вот, что ж, обязательно скругляем линии поля, да, места пересечения. Остальное все по желанию, на ваше усмотрение. Вот. Ну что, пожалуй, все. На этом моменте я буду с вами прощаться. Благодарю, что были со мной, рисовали со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а поблагодарить меня можно по указанным в прикрепленном сообщении данным. Всем пока-пока!